Привет, я Лев, увлекаюсь играми, кино и технологиями. Сегодня в выпуске Silent Hill 2, Джаред Лето, модернизация Ray-Ban и другие интересные новости. Нейросеть Пика обновилась до версии 1.5. Теперь она может моделировать физические эффекты с высокой точностью. Пользователи делятся впечатляющими тестами, объекты можно надувать, резать, сплющивать. Открываются новые возможности для креативных экспериментов и визуальных эффектов. Будущее видеообработки выглядит еще ярче с такими технологиями. Apple представила трейлер короткометражного фильма Submerged для гарнитуры Vision Pro. Действие происходит на подводной лодке во времена Второй мировой войны, что обещает полный эффект погружения. Режиссер Эдвард Бергер, известный по фильму «На Западном фронте без перемен». Премьера состоится 10 октября. Это первый проект, созданный специально для нового устройства Apple, и он обещает уникальное ощущение благодаря передовым технологиям Vision Pro. Произошла необычная история с Джаредом Лето. Он пригласил уличного музыканта по имени Джон выступить вместе с его группой. Менеджер группы заметил Джона в парке, но музыкант сначала не понял, кто его зовет, но подумал, что приглашают его в клуб, и отказался. Но узнав, что это Лето, он согласился. И финал истории – общее выступление с Джаредом Лето. Если хочешь больше новостей, с тебя лайк, подписка и комментарий. Два студента из Гарварда создали iX-Ray – модернизированные умные очки Meta Ray-Ban, которые сканируют лица прохожих и находят доступную о них информацию в интернете. Они провели полевые испытания на незнакомцах, сверяя данные с реальными людьми. Студенты подчеркивают, что цель проекта не раскрытие чужих данных, а привлечение внимания к проблеме конфиденциальности в цифровом мире. Отличные новости для фанатов Red Dead Redemption. Игра выйдет на ПК 29 октября с поддержкой 4К, апскейлеров и ультрашироких мониторов. Появились системные требования. Для максимального удовольствия вам понадобится хотя бы RTX 2070. Теперь классика с Дикого Запада станет еще реалистичнее и доступнее для геймеров с мощными системами. Ветераны Bethesda, BioWare, Naughty Dog анонсировали новую кооп-песочницу, в которой игроки смогут выбирать антропоморфных зверьков, настраивать их происхождение, выбрать путь пацифиста или варвара, заниматься рыбалкой, фермерством, строить деревни, играть в совиный квиддич и выполнять квесты. Игра обещает массу интерактива и случайных событий для веселых кооперативных приключений. Lo-Fi Girl превратилась в чужого. В честь десятилетия выхода Alien Isolation на канале Sega вышел часовой ролик, где культовая Lo-Fi Girl сидит за столом с котом, поглядывая в окно. Но теперь Lo-Fi биты стали более мрачными и тревожными, что идеально передает дух Alien. Это необычный микс Lo-Fi музыки и вселенной чужих, настоящий подарок для всех фанатов. В музее Lam в Нидерландах произошел необычный инцидент. Сотрудник выбросил инсталляцию в виде пивных банок в мусорку. Арт-объект Александра Лаве под названием «Все хорошие времена, которые вы провели вместе» был выставлен в лифте, чтобы побудить посетителей задуматься о привычных вещах. К счастью, инсталляцию спасли и переместили на постамент. Этот случай напоминает, как легко можно упустить искусство из виду. Готовьтесь к долгожданному возвращению классики. Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября 2024 года на PlayStation 5 и ПК. Игра предложит новый управленческий опыт, обновленные голосовые актеры и свежие вызовы. Также будет трофей за попытку сбежать из города в самом начале игры. Это шанс снова столкнуться с вашими страхами в туманной деревне. Intel исправила проблему с высоким напряжением у процессоров 13 и 14 поколений, но выпущенные до октября 2024 года могут быть бракованными. Компания предлагает возврат по гарантии, но не гарантирует замену на исправленный чип. Критики утверждают, что Intel сосредоточен на продажах, а не на поддержке клиентов. В Швейцарии врачи использовали контроллер DualSense от PlayStation 5 для дистанционного управления эндоскопом во время хирургического вмешательства. Это новаторское применение игрового контроллера демонстрирует, как технологии могут улучшить точность и эффективность медицинских процедур. Свершилось! Создатели Alien Isolation подтвердили работу над сиквелом. Grid Legends Deluxe Edition выйдет на iOS и Android в декабре. У Starfield по-прежнему не очень клеятся отношения с игроками, однако Bethesda продолжает уверять, что их игра вышла просто замечательная. Выпустили копию фигурки лейтенанта Титуса из Space Marine 2.
Ремейк Silent Hill 2 слили на тренды за 2 дня до релиза благодаря делюкс изданию. Спасибо, что посмотрели весь ролик до конца. Всем пока! С меня новый видос, с тебя лайк, подписка, комментарий.